Здравствуйте, уважаемые друзья! На данном уроке мы с вами рассмотрим чертеж, который поможет нам понять основные свойства обыкновенных дробей. Итак, начали. На данном чертеже вы видите отрезок АБ длиной 24 сантиметра, который сначала разбивается точками на 6 равных отрезков. В конце второго отрезка выбирается точка С, который разбивает данный отрезок в отношении или в пропорции 2 на 4. Далее, чтобы вычислить длину отрезка АС, мы разбили отрезок АБ ровно на 6 частей, то есть это число, находящееся в знаменателе, и из них выбрали 2 кусочка. Это число в числителе, то есть 2/6 часть отрезка АБ равняется 8 сантиметров. Соответственно, вычисляется длина отрезка СБ, который составляет 4/6 часть. Теперь далее мы разобьем отрезок АБ на 3 части. При этом положение точки остается неизменным. Тогда 1/3 часть отрезка АБ равняется длине отрезка АС, а 2/3 часть, соответственно, равняется длине отрезка СБ. Что же можно отсюда увидеть? Во-первых, обратите внимание, что 1/3 часть отрезка АБ и 2/6 часть того же отрезка, они равны. То есть это означает, что дроби равны. Вот. Как же можно от 1/3, например, получить 2/6? Для этого, чтобы от 1/3 получить 2/6, 2/6, мы числитель и знаменатель умножаем на одно и то же число, то есть на двойку. И в этом случае мы получаем вторую дробь. Получается вторая дробь. Точно так же, чтобы получить из дроби 2/6, 1/3, мы теперь числитель и знаменатель дроби, наоборот, делим на одно и то же число. Ой, извините, пожалуйста. Мы делим на одно и то же число, то есть на двойку. Вот. И в результате чего мы получаем первую дробь. Вот. Вот данные как раз таки вот эти вот два примера показывают основное свойство дроби. То есть, если числитель и знаменатель дроби умножить на одно и то же число, или же разделить на одно и то же число, отличное от нуля, то значение дроби не изменится. Поэтому данные вот это два равенства, они выражают основное свойство дроби. Это первое. Второе. Обратите внимание, что в первой дроби числитель и знаменатель дроби, наибольший общий делитель и числитель и знаменатель равняется единице. То есть они взаимно простые. И с другой стороны, это несократимая дробь, или же ее еще называют рациональным числом. А вот что касается второй дроби, то числитель и знаменатель этой дроби, они не являются взаимно простыми. То есть в этом случае мы имеем дело с сократимой дробью. И вот, пожалуйста, 2/6 мы сокращаем и получаем 1/3, несократимую дробь. К слову, хотел бы сказать, что когда вы решаете задачи,
в конечном результате вы должны давать результат в виде несократимой дроби. Далее, давайте теперь посмотрим следующее, что из чертежа можно понять, что 1/3 она меньше, чем 2/3. Это с одной стороны. С другой стороны, 1/3 равняется 2/6. 2/6. Здесь у нас получается 2/3. Вот. Значит, если же здесь идет речь о сравнении дробей, если у дробей одинаковые знаменатели, тогда мы сравниваем числитель. У кого числитель больше, та дробь больше. Вот. А здесь наоборот, при одинаковых числителях та дробь больше, у которого знаменатель меньше. Вот. И вообще-то говоря, значит, если опять-таки идти посмотреть вверху, то мы можем сравнить, например, 1/3 с 4/6. И очевидно, 1/3 и 4/6. Давайте и это тоже увидим, что 1/3 и 4/6. Как их можно сравнить? На самом деле из чертежа видно, что 4/6 больше. Но если мы визуально бы этого не увидели, как бы тогда быть? В этом случае имеется следующее правило, что под первой дробью берем его числитель, умножаем на знаменатель второй дроби. А весь берем под вторым дробью, пишем его числитель и умножаем на знаменатель первой дроби. И сравниваем, здесь 6, а здесь 12. Так как здесь у нас получается 12 больше 6, поэтому 1/3 меньше, чем 4/6. Вот. Таким образом, дорогие мои, мы сегодня посмотрели чертеж, и на основании которого мы поняли основное свойство дробей, то есть если числитель и знаменатель умножается на нулевое число или делится, то значение дроби не меняется. И второе правило, это мы сравнили дроби. И общее правило дается вот как раз и снизу, что я рекомендую данное правило использовать по необходимости. На следующих уроках мы с вами рассмотрим еще несколько задач. И далее уже рассмотрим операции над обыкновенными дробями. Спасибо большое за ваше внимание. До свидания. Привет, меня зовут Фархат. Если тебе понравилось мое видео, подпишись на мой канал и поставь лайк. Я буду очень признателен.